Здорово. Ну чё, продолжим про мандру в КВ? Как так? Есть еще что-то, что можно о ней рассказать? Ну давай вспомним, о чем шла речь в предыдущий раз. Ариплейн и его шустрый крафт на Террера. Легкая мандра. Значит, по логике должна быть тяжелая? Правильно, и речь пойдет сегодня о ней. А поможет мне в этом прод? Да, тот самый. Кто его не знает, пиши в комментариях хэштег «Чё за хрен?». Прошло уже 4 месяца. Воу, серьезно? Нифига себе. А я еще в тот момент рассчитывал на 2 части видоса и прода. Было бы печально получить от него отказ, но все сложилось удачно, поэтому поехали. В чем разница легкой и тяжелой сборки? Тяж — это, можно сказать, танк, и роль такой мандры — впитывать урон. Но, разумеется, не основная роль. Конечно же, первое, что ты обязан делать, это попадать по противнику и наносить урон, а дальше уже байтить на себя и получать по щам за тиммейтов. Байтить означает быть приманкой, или по-другому выразиться, сосредоточить внимание на себе, заставить противника делать действия, не входящие в его первостепенный план. Прод сказал, что по логам он практически всегда первый по полученному урону среди всех тиммейтов. Ариплейн тоже говорил про байт, но впитывать он мог меньше, поэтому там все строилось на мобильности и скорости. Предугадывать, куда стрельнет противник, постоянно двигаться и уворачиваться от снарядов, но в этом случае шанс стать недееспособным или остаться с хп на один выстрел гораздо выше. Крафт прода на Каракурте при правильной игре держит до 12 выстрелов с тайфунов. И когда речь заходит о КВшных крафтах в топ-10-20, разумеется, это означает, что кабины у них апнуты. Каракурт, Террера, Гарпия. Да, ее тоже чуток затронем сегодня. Если решишь построить подобный крафт, попробовать на стандартной кабине, выживаемость упадет на достаточное количество процентов, хоть враги на рейтинге ниже и будут с меньшим количеством брони, пушки от этого слабее бить не станут. Едем дальше. В какой пачке тяж мандра играется идеально? Есть несколько вариантов. Первый. 2 паука с тайфунами и капканами плюс фаст собака, то есть мили-гибрид. Конкретно прод сказал о пауках на бастионах. Да, бастионы на данный момент must have. У меня паук для КВ тоже на бастионе. Каракурт и рядом не стоял, если бой будет 1 на 1, но вернемся к мандре и пачке для нее. Противники с 99% вероятностью будут рашить, а на данный момент full hover team очень много, поэтому в пачке нужна собака, нагонять страх. Правильно, никому не хочется неожиданно получить копье в зад. Таким образом у мандры будет дополнительное время на стрельбу с расстояния, шанс обезвредить противника, не начавшего бой в полную силу. Второй вариант пачки почти не отличается, просто один паук заменяется ховером с тем же оружием. Получается паук с капканом, собака и ховер. Если в твоей пати все на ховерах, лучше использовать быструю мандру. Прод иногда играет на крафте с гарпией. Пишет в процентном соотношении примерно 80/20, чаще на тяже. Гарпия — это шотный билд. 2 выстрела со скорпа и труп, поэтому игра по нычкам и все в этом стиле. На Террера еще можно, потанчить чуток, побайтить, в этом случае нет. Остальным я бы вообще не советовал пробовать на гарпии катать в КВ. Но вот в рандоме это прикольно, урон за счет перка реально ощущается, я пробовал, даже видос снял. Фанаты мандры, кто еще не видел, а ну быстро смотреть. Все то, что я уже сказал до этого, никак не дает понять, как же играть на мандре, что же нужно делать, как бой начался. Так что переходим, наверное, к самой интересной части. Перед тем, как противник сблизится, у тебя будет времени на 3 выстрела, зависит от карты, на некоторых 2, которых ты не должен промазать. Я сейчас говорю про условия, что обе команды скилловые и знают, что делают. В других случаях может быть 4, 5 и 6 залпов, а может вовсе все 10 этих выстрелов мандра промажет, и противник никуда не сдвинется. Но заузим это все обратно до экстремальных условий. Первый выстрел идет по таймингам, на максимум длины мандры. Что значит по таймингам? Она же не бьет на всю карту, хотя очень далеко. И вот тут надо знать, в какой момент времени противник, выходя с респа, окажется под прицелом арты. Это и есть тайминг. Чтобы круто играть на мандре, ты должен знать тайминги на каждой карте. Я спросил прода, ты все цифры знаешь или уже на автомате стреляешь, типа дай пример. И он мне скинул скрины на картах каньон основателей, ТЭЦ город. И не просто время, даже куда прицел направить. Время сверху скринов в момент выстрела мандры. И это всего лишь пара примеров того, что должен знать артиллерист. Выучить все можно в своем бою с другом, стрелять, смотреть, когда попадаешь, как метился, запоминать. Несмотря на это, шанс промаха все еще имеется. Многие игроки идут по одной траектории с респа, но есть и те, кто знает про все, видит арту, пытается изменить тайминги, смотрят в небо и слушают, когда мандра даст залп. Зачастую первый выстрел многое может решить, лишить противника ховеров, к примеру, или даже убить. Последующие залпы идут по миникарте, и тут уже надо уметь попадать. Или хотя бы выбить из инвиза, если ровно в цель не получилось.
Артовод, который не попадает, это игра 3 в 4. Легче взять чувака на синьке, который хоть что-то будет делать. Если хочешь мандрагорить, тащи в свой бой тиммейтов, изучай не только тайминги, но и прострелы, с какой стороны заехать и как повернуть прицел, чтобы выкурить противника из укрытия. Рано или поздно враги перейдут на ближнюю дистанцию. Легкая мандра в большинстве случаев будет драпать, тяжелая танчить, отвлекать на себя, и для этого крафт прода чуть наклонен. Передние колеса бигфуты, задние синие двойные, меньшие по размеру. За счет наклона, расстояние, на которое мандра не может стрелять под себя, чуть уменьшается. Плюс в эти моменты нужно понимать, где принять бой, грамотно позиционироваться, учитывать холмы и другие препятствия. К примеру, прижимать противника к стене. Да, фишка для тех, кто о таком не догадывался. Прижимаешь к стене и даешь залп в нее. Скорее всего, собаке или даже ховеру, бывает и такое, что можно прижать ховера, скорее всего смерть. Другая ситуация — найти место, где низкий потолок, возможно труба на ЖД-карте. То есть ТЭТ для меня это ЖД. Пилит собака? Что ж, умирать так от своей мандры, но попытаться убить противника или хотя бы покалечить. Мильки в большинстве случаев победят мандру, хоть и пилит этот билд длительное время, но, как сказал Прод, чаще всего умирает он именно от своей атаки. Также обязателен паровозный отвал, а он весит тонну, вот еще почему нужен апнутый каракурт. Собаки иногда за счет него залетают как на утюг, можно покатать на себе или опять же прижать к стене. Ланс Итинг, помнишь, Ариплейн сказал о нем? Ну вот Крафт Прода с этим справляется гораздо лучше, в смысле разряжать копья в себя. Крафтом на гарпии лучше таким мазохизмом не заниматься, тупо смерть. Что делать с ховерастами на ближней дистанции? Здесь надо понимать, как действуют ховеры, летать на них до этого или за счет большого опыта наблюдения за ними. Стрелять на упреждение и обязательно с мандрагор по очереди, не с двух сразу. Еще одна фишка — ехать на них. Ховераст в этот момент думает: блин, он меня сейчас поднимет и даст залп. Это, конечно, опасно, но может и повести, пушки станут неактивными, так как стволы углубятся в крафт противника. Так же, как это происходит с пушками. Кто не понимает, о чем я, может глянуть пример в видосике «Самые эффективные крафты на низком Оме. Часть 2». Я там на дрономобиле в упор в лицо еду к цунами. Это была не шутка как бы и не издевательство. Хотя, может быть. Я знал, что он не может стрелять. Так вот, мандрагорщик может стрельнуть заранее. Скорее всего, тоже лишится половины своего крафта, но убьет противника. Поэтому многие ховеры пятятся назад, мандра едет вперед и стреляет заранее перед этим в ту сторону. Получается, артовод гонит ховера под обстрел. Если ховер стоит недалеко перед мандрой, не двигаясь, как вариант стрелять с одной мандры левее его и правее с другой. Мало какой ховераст продолжит стоять на месте после того, как увидит выстрелы в небо. На панике начнет стрейфиться. Почему стрейфиться? Потому что отлетать назад — шанс словить с мандры, подлететь ближе — мысль подпрыгнет на мандре, потеряет старана ховер, что-то еще. Или просто пушки не опустится в упор, не сможет стрелять. Остается только стрейф в бок. Какие противники лучше всего подходят для мандры? Ну вдруг ты такой сидишь и думаешь: сейчас дофига ховерастов, или о, чё-то пауков много, может мандра топ против них? Арте пофиг. Хуже всего, конечно, 4 собаки, но сейчас таких пати все меньше. Главное, какие карты будут попадаться. Я озвучу топ прода. Может, у Ариплейна топ бы был другой, у кого-то еще, но для прода и его тяж билда следующий. Худшие карты — это мост и контроль 17. Говорит, последнее после переработки стало еще хуже, 80% поражений его игр на ней. Лучшие город и Рок-Сити. Чё? Город? Да. Потому что на нем можно уйти в глухую оборону, не отходя от респа. Всего 2 входа, тесные улицы, из-за чего сразу несколько противников может оказаться в прицеле мандры. Невозможно обойти со спины, даже сбоку. В других случаях противники победили бы захватом базы. Мандара не даст этого сделать, если знать точки прострела. Поэтому им придется выкуривать обороняющихся. Теперь инфа для сумасшедших, на что апать мандру. И тут половина зрителей вышла из зала. Не все апают фиол, а я о легах. Но кто будет мейнить, рано или поздно апнет, как прод. Так что это или урон, или радиус взрыва. Самое плохое — скорость поворота оружия. Не очень классно, особенно если данное улучшение только на одном стволе. К слову, прод переапывал свою мандру 10 раз, пока не выпало то, что его устраивает. Небольшой итог по этому вооружению, но не конец. Мандру не используют в КВ, потому что она сильно скиллозависима, и есть более эффективное вооружение, тот же Тайфун. Навел прицел на врага, неважно куда, и дал ему смачную оплеуху со станом. Если не учитывать реликты, опять же мало игроков, кто умеет играть в пати с мандрой, а играть надо именно от нее.
Согласись, не очень комфортно быть единственным, от кого зависит победа в большинстве боев. Тем более, если ты только-только учишься. Не делать ошибки невозможно. Тиммейты все чаще будут становиться недовольны, начнутся обвинения. Позже постараются перевернуть тактику. Наплюют на мандру, будут действовать по-своему, в итоге дизмораль. Мандра не нужна, ничего не может, в помойку. Но с ней можно выигрывать и играть в топ-10, даже тащить, оставшись одному против нескольких противников. Изменит ли ситуацию реликтовая мандра? Как по твоему мнению она должна выглядеть? По мнению прода, ее не должны делать имбой. По секрету скажу, потому что хочет оставаться единственным мандрагорщиком в КВ. Он предлагает уменьшить только потребляемую энергию на 1 единицу и изменить модельку внешнего вида, сохранив прежние размеры. Так будет шанс поставить или радар, или капкан. Даже кабину можно будет юзать другую, к примеру горбун или эхо. В конце концов влепить двигатель на скорость перезарядки. Остальные параметры арты не трогать, максимум увеличить время огненных луж на 1 секунду. Здесь мог быть еще один пункт, как спасаться от мандры. Его не будет. Но не потому, что хитрый прод не рассказал этого. Да, в его предложении присутствовала фраза, но я вам этого не расскажу. А потому что я хочу, чтобы на арте играло больше людей. Вот когда потекут слезы, меня задолбала арта, тогда и расскажу, что к чему. Ах да, крафты. Представь себе, я убедил прода поделиться крафтами со всеми на выставке. Говорит, никому не давал их 2 года. Название прод 1 и прод 2. Все, фул просекретил тайны, скачивай, пока не поздно. Скорее всего, я упомянул не все сказанное им. Наверное, сидит сейчас и думает, какого хрена он спрашивал одно, а говорит о другом. И вообще он был готов сам делать ролик. Ладно, это шутка. В общем, в отличие от Ариплейна, прод стримит, и стримит часто КВ. Все, что ты хочешь узнать, можешь спросить у него сам, или просто увидеть. Оставлю ссылки на канал в описании. Будет ли еще видосик с мандрой? Конечно. Когда? Не знаю. Подписывайся и до встречи в КВ.